Всем привет! В этом ролике я вам покажу, как смонтировать натяжной потолок своими руками. Причем делать я это буду без нагрева, то есть без всяких там тепловых пушек и так далее. Но что самое интересное, такой комплект, что я буду натягивать, легко купить на Озон или Валберес. Поехали! Давайте посмотрим, что мне пришло, и быстренько пробежимся по комплектации. Сразу же отмечу отличную упаковку. Все в плотной коробке, а не в каком-нибудь мешке. Сверху еще была пленка, но я при получении коробку вскрывал, поэтому ее уже нет. Итак, первое это, конечно, инструкция. Но кто ее читает, когда есть такие обучающие ролики, как, например, этот. Далее гарпун для фиксации полотна в профиль и декоративная вставка-заглушка. Закладные платформы для светильников и термокольца. Саморезы для профиля и платформ. Дюбеля, закладная под люстру, но мне она не нужна, обвод трубы, прямые подвесы для платформ, малярный скотч, шпатель для заправки полотна, суперклей, багет для крепления потолка, само ПВХ полотно под необходимый размер, в моем случае это 160 на 180, но в продаже у них довольно широкий размерный ряд. И приятный бонус это перчатки в подарок. Как говорится, мелочь, а приятно. Кстати, если для монтажа нужны дополнительно другие комплектующие, то их тоже можно докупить в этом же магазине. Натягивать потолок я буду в ванной, но самое интересное в том, что потолок у меня там есть. Точнее был, пока его не затопили. Рассказываю, как все произошло. Где-то в час ночи соседка сверху принимала ванну и уснула. Вода начала переливаться, наполнять комнату и стекать вниз через отверстие стояка, идущего на полотенцесушитель. Мне пришлось экстренно принимать меры. Я вытащил стиралку, чтобы не залило электронику, и порезал потолок над ванной, чтобы воду сливать сразу туда. В общем, после того, как аварийщики отключили стояк и достучались до соседки, я еще долго собирал воду и просушивал комнату. Пришлось даже вытянуть гарпун в углу, чтобы за потолком проветривалось и не пошла плесень. Хорошо, что я в это время был дома и не допустил воде дойти до ламината. Проблем было бы больше. В общем, первым делом мне нужно демонтировать старый потолок. Светильники я аккуратно снимаю, их после монтажа нового верну на место. Ну а декоративная вставка и полотно просто вытягиваются. А вот так вот выглядит потолок изнутри после того, как его затопили. Так, смотрите, пробежимся по установленному багету. Этот потолок устанавливал не я, а компания по монтажу. Светлую кафельную плитку они засверлились, а в керамогранит не стали, так как, видимо, у них не было алмазных сверл. Вместо этого они сделали вот такую конструкцию. Кстати говоря, если вы тоже не хотите покупать ради одного раза такие сверла, то вот вам хитрость, как сделать это с помощью уголков. Далее, стыки тут сделаны верно, ни один из них не сделан в углу, и это хорошо. Единственное, что сами стыки не закрыты. Чуть позже я покажу, как это сделать и для чего. Но ролик мой обучающий, поэтому пару багетов с углами я убрал и теперь покажу, как их смонтировать с нуля. Для этого я подвесил к потолку лазерный уровень, сделал это при помощи забитого дюбель-гвоздя с проволокой. Быстрое и простое решение. Можно, конечно, отметки дать и пузырьковым уровнем, но тут кому как удобно. Главное, что мы будем иметь ровную линию по периметру. Следующий шаг это подготовка багета. Начинать нужно всегда с внутреннего угла. Для этого отпиливаем заднюю стенку профиля и согинаем его. У профиля, кстати, две стенки, и задняя это та, что короче. Именно этой стороной нужно крепить ее к стене. Подготовленный багет я прикладываю к стене и просверливаю плитку сверлом по кафелю. Затем откладываю шуруповерт и уже перфоратором досверливаю отверстие в бетоне до нужной глубины. После этих манипуляций остается забить через багет дюбеля и прикрутить саморезами. С внешним углом, если он у вас есть, действовать нужно чуть иначе.
Также я даю метку, и уже по этой метке я выпиливаю заднюю стенку, но уже в 3 сантиметра. После этого остается только все также закрепить. Идти я советую от углов, чтобы в середине осталось закрепить небольшой отрезок. Так будет удобно работать и меньше шансов на ошибку в размерах. Теперь, как я упомянул в начале, важный момент о стыках профиля. Их обязательно нужно закрыть малярной лентой, чтобы из-за острых углов не порвать полотно. Еще перед монтажом полотна я решил заделать герметиком зазор между стояком и трубой, чтобы в следующий раз мне на потолок оттуда ничего не полилось. Вода, конечно, без сомнения везде дырку найдет, но сделать это все равно нужно. Далее разметка мест под закладные для светильников. Тут у меня, если помните, они уже были, но парочку снял, чтобы показать, как это обычно делается. От стен на нужном по плану расстоянии все отмеряется и даются метки. Все просто. Из комплекта берем универсальную платформу и подгоняем отверстие под размер светильника с помощью ножа. Теперь из этой платформы нужно сделать полноценную закладную для светильника. Я покажу два варианта. В первом случае достаточно будет одного подвеса, а во втором используем два. Оба эти варианта имеют место быть. Все зависит от того, насколько низко будут подвешены сами светильники. В моем случае подходит первый вариант. И именно в таком виде я его и креплю к потолку. Далее вновь вешаю уровень и выравниваю закладные. Следующий шаг — это электрика. Нужно вывести каждому светильнику кабель. Мои отрезки от потопа не пострадали, поэтому я их и использую. После электрики переходим к небольшой подготовке. Нужно нарезать гарпун по 15-20 см. Именно такими отрезками мы и будем его использовать. У него одна сторона короче другой, и запасовывать нужно именно короткой стороной к стене. Итак, приступаем к самому интересному, к монтажу полотна. Заправка в багет происходит с середины стены. При этом не нужно забывать про припуск, то есть запас полотна. Он 10 см на каждую сторону. Двоим тут было бы сподручнее, но я один, и это даже хорошо. Вы убедитесь, что монтаж натяжного потолка в одну каску вполне реально. Вот смотрю я сейчас на себя со стороны и думаю, что бы подумал человек, который зашел бы в это время в квартиру. Сейчас ты увидишь лучшее в мире привидение с мотором. Дикое, но симпатичное. Со стороны кому-то страшно, кому-то смешно, а внутри идет работа. Первый отрезок гарпуна нужно вставить не до конца, чтобы можно было при необходимости скорректировать положение полотна.
Как только я убедился, что прихватил правильно, перехожу на противоположную сторону и, натягивая, фиксирую аналогичным способом. Далее провожу такую же операцию на оставшихся стенах. Полная заправка полотна производится от середины стены к углу во избежание складок, поочередно заправляя полотно на соседних стенах, и так со всех сторон. Делается все по сути несложно, и здорово, что сейчас есть возможность купить такие комплекты прямо на маркетплейсах, причем разных цветов и даже со вставками в цвет. Для любителей есть и полотна с фотопечатью, а тем, кто надумал все это делать своими руками, то обрадую. В этом магазине есть даже инструктор по монтажу, который на связи с 8 до 17:00 по Москве. В последнюю очередь я решил сделать внешний угол. Как с ним работать? Подведите к нему полотно, сделайте диагональный разрез с учетом того, чтобы остался припуск по обе стороны угла, и аккуратно заправьте полотно, отводя его в стороны. После того, как монтаж окончен, аккуратно обрезаю излишки полотна строительным ножом. Тут нужно быть предельно внимательным, чтобы не полосануть само полотно. Если где-то образовались складки, то удалить их можно с помощью строительного или бытового фена. Пока ездил за ним в мастерскую, большинство складок вообще исчезли сами. Тут важно, как и с ножом, быть осторожным, не прожгите. Следующий шаг – это отметка на полотне мест под светильники. Можно, конечно, нащупать закладные и дать метку так, но они могли сместиться, поэтому точнее будет отметить рулеткой. Далее я беру термокольцо, аккуратно наношу клей и приклеиваю его к полотну по своим меткам. Через несколько минут уже можно вырезать ножом отверстие. И кстати, то, о чем я и говорил, закладная немного сместилась. Ее необходимо подправить. С электрикой почти все, остается только присоединить светильник и вставить его в отверстие. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get. Теперь монтаж маскировочной заглушки вставки. Необходимо подрезать край под углом в 45 градусов и начать надевать с угла на заднюю стенку профиля, помогая шпателем.
И таким образом я прохожу по всему периметру. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats in a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming. Вуаля, и потолок готов. Ребята, что приходили и делали от своей компании, взяли за все про все 4500. А тут потолок обошелся в 2400. Экономия на монтаже практически 50%. Выгода очевидна, а делать несложно. Если у вас появились какие-то вопросы, пишите в комментариях. Ссылку на потолки я оставлю в описании. Если вы считаете, что ролик заслуживает лайка, то не поскупитесь и поставьте. Буду благодарен. Ну и подписывайтесь на канал, впереди много интересного. Всем добра и всем пока.